Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 9 мая 2025, пятница. Я нахожусь вот в таком вот прекрасном саду, можно сказать, в райском. Вот, но в этот раз я приехал не на мотоцикле, а на машине. Вот, потому что мне нужно было привезти кое-какие вещи. И сегодня вот буквально первый день, более-менее хорошая погода. Вот, не очень тепло, но уже с сегодняшнего дня и ближайшие выходные погода будет замечательная. Вот, я приехал на машине, потому что мне нужно было привезти кое-какие вещи. Вот, например, резину я привез с собой. Вот, привез с собой, значит, приспособления для балансировки, для разбортовки и так далее. И для того, чтобы не завтра, а послезавтра, в воскресенье, я займусь уже перебортовкой, значит, колес. Поставим новую резину, и, в принципе, мотоцикл будет уже практически полностью готов для мотопутешествия. Вот, по дороге заехал, купил стейк. Сейчас закину, быстренько пожарю. Вот, перекусим. Вот, но камеру я взял сегодня для того, чтобы снять небольшое такое видео, потому что я купил вот очередную газовую горелку, уже третью по счету, и поэтому я хотел просто поделиться с вами своим опытом, почему я сделал выбор именно вот на этом варианте. Вот, сейчас быстренько пробежимся по этим горелкам. Я знаю, что в интернете там масса, там тысячи, миллионы видео и всякие тесты, можно найти все, что угодно, любую информацию. Возможно, это кому-то будет интересно, возможно, кому-то будет полезно. В общем, вот, и я не даю советов, просто вот расскажу, почему именно так получилось. Пока там готовится стейк, я тут притащил свою старую покрышку, которую я хотел еще ставить. Думал, посмотрю. Значит, она у меня тоже бескамерная. Туплес, да? Ну, я не знаю, как по-английски она точно звучит. Но вот написано бескамерная и бескамерная это, да? Вот, но если заглянуть вовнутрь, то внутри вот Мишлен выглядит гораздо лучше. Тут практически гладкая поверхность, маленькие такие вот рубцы вот здесь сделаны. Вот. В сравнении, допустим, вот Континенталь. Тут, конечно, посерьезнее. Вот, еще, знаете, что заметил? Вот эта камера, я ее накачал. Это у меня, значит, кто она? Покрышка хранилась здесь, всю зиму была. Ну, я камеру вставил, накачал. Вот она не спустила. И когда накачивал, заметил, что сосок, он как-то не по центру вот здесь. Ну, думаю, может быть, она просто там неровно лежит. А теперь вот обратил внимание, да, он не по центру. Как бы вот он смещен сюда. Вот где-то вот здесь он должен быть. Вот. Поэтому я не знаю, что это за камера. Я ее купил где-то там по дороге, когда ехал, по-моему, в Словении, заехал в магазин, купил запасную камеру. Это говорит о том, что если сосок смещен, он постоянно, значит, одна сторона на камере напряжена больше, чем другая, да, то есть более растянута. Вот он стейк. Ну, уже осталось там минутку, еще подожду, и, в принципе, можно будет кушать. Ставить, значит, я буду вот эту резину Continental ТКЦ 70, да, вот здесь там, вот, ну а камеру я, значит, вытащу со своего старого колеса и вставлю сюда. Она у меня только, та камера один сезон проходила. Вот, эту камеру, может быть, я вообще выкинули как запасную. Вот, ну а эту покрышку я еще оставлю, она еще походит, 1003-4, я думаю, она еще отходит. Вот. Тоже прошла она где-то порядка, ну, в районе, может быть, 10 тысяч. Примерно так. Вот, я ее потом поставлю, чтобы докатать сезон или межсезонье там, ну, посмотрю. Надо сказать, что не нужно пренебрегать качеством камеры, потому что камера, она очень интенсивно работает внутри покрышки, особенно когда, если там немного сбрасывается давление, чтобы ехать там по грейдеру, еще где-нибудь. Вот, она очень интенсивно трется о стенки
о стенке самой покрышки, и поэтому именно на квалитет, вот на качество камеры нужно всегда обращать внимание. И по возможности я так, могу сказать, что я меняю примерно 3-4 покрышки, и потом камеру я выкидываю, потому что она истирается, становится тоньше, и чтобы предотвратить, так скажем, разрыв, вот, она может даже там лопнуть в этом, внутри покрышки. Вот, и надо не забывать использовать вот тальк, чтобы все-таки камера скользила внутри покрышки. Так, значит, что касается горелок. Значит, первую горелку я купил очень-очень давно, еще, так скажем, в начале 2000-х. Вообще я не заморачивался по поводу горелок и особо не заморачивался по поводу приготовления пищи, значит, в походе, да. Поэтому я с собой возил горелку и обычную кружку железную. В этой кружке я заваривал кофе, брал такое, значит, в таких пакетиках кофе уже растворимые, и засыпал, кипятил, и все. Горелка мне нужна была только для одного, чтобы вот вскипятить кружку воды. Все. Вот. В этой кружке можно было и приготовить какой-нибудь бульончик, если что. Поэтому я купил вот такую горелку, зашел в магазин, и сразу тут вот у нас в хозяйственном, в строительном там купил вот такую вот горелку. Значит, она применяется вот с таким баллоном. Тут нет резьбы, да, поэтому вот такой вот раз, так поворачиваешь, все. Все отлично. Тихо, не громко, шикарно. Больше ничего и не нужно. Сюда ставил кружку и все. Вот. Мощность, по-моему, где-то порядка 3 киловатт, что-то 3000 ватт, приблизительно, где-то так. Вот, она меня всем устраивала, я очень долго ездил к ней. Кстати, потом я попозже уже купил вот такую лампу. Такая лампа, вот эти тут. И вот убирается, ставится лампа сюда, и лампа фигачит, тоже будь здоров. О! Вот, видите, да? Шикарно. Вот, это было давно, тогда еще не было таких вот LED фонариков всяких там разных, и поэтому это, конечно, я с собой не брал, это чисто так, вот здесь, там, в Гартене или где-то там посидеть, или там на Стеллу Альпину, там где-нибудь такие. Так, значит, преимущества очевидны, довольно такая простая конструкция, компактная, да, вот она, сложил, подключил, поставил, да. Из минусов можно сказать, что все-таки высота, да, большая, можно здесь еще, не очень устойчиво стоит, но можно купить ножки, например, да, сейчас продаются ножки такие, вот, и у нее есть еще очень замечательное преимущество. Вот последнее время я купил себе вот такую кофеварку, и, в общем-то, вот она здесь установлена. Но, опять же, вот из минусов это все-таки вот эта конструкция высокая, если неровная какая-то поверхность, все это так шатко-валко стоит. В общем, вот так вот. Вот. Потом, значит, я решил заморочиться и подумал так. Я отправляюсь в мотопутешествие на мотоцикле. Мотоцикл работает на бензине. Бензин всегда с собой. И я начал размышлять, что думаю, тогда, может, мне все-таки бензиновую горелку купить. Или, по крайней мере, купить такую мульти-горелку, которая работает и на газе, и на бензине. Вот. Я начал думать, искать, в общем-то, и, естественно, нашел такую подходящую горелку, которая работает и на бензине, и на газе. У нее есть баллончик, я просто сейчас его с собой не взял. Вот, бензиновый вот этот насосик. И я даже подумал, что, может быть, в принципе, на бензине я буду всегда готовить, потому что, газ этот возить, баллон кончится, там, спустит это, вот. И купил вот такую горелку. Вот. Вот, как видите, да. Вот она. Да. И сюда подкручивается газовый баллон или, в общем-то, бензиновый баллон с насосом таким.
Но могу сразу сказать, я попробовал, короче, бензин. И, во-первых, вот я, конечно, люблю запах бензина. И это, так сказать, запах знакомый с детства. Но утром, когда хорошая погода, ты начинаешь готовить себе кофе. И воняет бензином. И, короче, нет, не подходит этот вариант. И это первое. И второе, это копоть. Да? Постоянно копоть. И он... Вечно замараешь руки, где-нибудь прольешь его там. И, короче, я раз день попробовал, второй день попробовал с этим бензином. И нафиг закинул этот баллон, и все. И поэтому решил, вот эту горелку я использовал только с газом. Но у нее выявился ряд недостатков. Во-первых, это вот эта вот фигня, сердечник вот этот, да. Вот этот постоянно выпадает. Я его пару раз терял в траве. Искал, кое-как нашел. Вот. Зафиксировать его как бы не получается. Ну, можно здесь поджать, но я поджимал, они все равно от температуры потом выгибаются. Ну, ладно, это первое. Второе, вот, видите, то есть я тут уже подгибал эти кончики и всякое разное. Короче, не стоит, вот так вот, не стоит кофеварочка моя. Короче, вот так только в закрытом состоянии. В закрытом она не очень хорошо горит и не очень хорошо стоит. Поэтому, ну, я вышел из положения, сделал вот такую сетку. Такую вот сетку металлическую, да. Вот так я ставил. Вот, устанавливается такая сетка, и тогда на сетку ставится. Вот, поэтому как бы вроде бы ничего. Вот, потом я разжился вот такой. Не стал уже с собой возить кружку, потому что кофе пить из металлической кружки тоже как-то не очень. Вот, поэтому вожу с собой фарфоровую. Вот. И разжился вот такой посудкой. Вот. Довольно компактная. Вот этот баллон четко входит сюда. Да? Вот. Получается у меня кастрюлька. Здесь я ее, правда, продырял после последнего падения. Вот. Ну, может быть, заменю. Но я ей почти не пользуюсь. Вот. Поэтому здесь можно сварить какой-нибудь супчик, кашку, все что угодно, да. И вот здесь уже получается баллон с резьбой. Вот. Еще одним минусом является то, что она очень шумная. Очень шумная. И как бы вот это пламя, оно такое не очень равномерное. Поэтому опа. Поэтому я так посмотрел, вот я с ней 2 года, по-моему, ездил, или 3 уже, сейчас не помню сколько. Ну, в общем, вот, во-первых, вот этот сердечник раз, он сразу выпадает. Шумит. Она, по-моему, заявлена 4,5 киловатта. Вот. Но хочу сказать, что газ она жрет, короче, конкретно. И, в общем, она мне не нравится. Вот. Так как я бензином не пользуюсь, поэтому я решил вот перейти вот на такую вот горелочку. Вот я ее купил пару дней назад. Простенькая такая. Стоит, короче, копейки. Вот это, за эту я, по-моему, отдал 70, что ли. Ну, с этим баллоном, с бензиновым. А это всего 17 евро. Вот. Понятно, что простая, без подогрева, да, вот здесь вот трубка с подогревом там. Но мне нафиг этот подогрев не нужен. Я зимой не езжу. Вот. Тоже зажигалка. Здесь, кстати, зажигалочки нет, да. И раз, два, три. Вытаскиваем ножки. Раз, два, три. Вот она стоит. Да, стоит устойчиво. И главное, вот я померил, думаю, ё-моё, все, мне подходит.
Все отлично. Здесь есть такая защита от ветра. Сейчас мы ее запустим. Раз. Работает изумительно тихо. Я не буду греть, она пустая у меня. Пламя ровненькое. Вот, ну как вот в принципе, как и здесь. Да, примерно, я думаю, что она одинаковой мощности. Но это 3 киловатта, а это, по-моему, может быть 2,5. Это 2800. Не знаю точно. Я особо-то не смотрел. Очень хорошо регулируется. Все. Ничего не надо больше. Вот кастрюлечка, пожалуйста. Это стоит. Никаких сеточек не надо. Упаковочка. Вот она. Стоит копейки. В принципе. Поэтому это прокручивается, да? Ну. Все. Пьезоэлемент вот этот. Зажигалка компактная. Что еще надо? Ничего больше не надо. Вот этого баллона хватит мне за глаза, так как она экономичнее, чем это. Вот этот баллон помещается сюда без проблем. Поэтому как бы особо места я... То есть, вот, есть адаптер для других баллонов, да, например. Можно его сюда вот. Ну, обычно я там вот, раз, два, 3. Ну, зажигалку можно с собой возить. Все. И эту складываем. Сейчас она остынет. Вот в эту коробочку, в сумочку. И отлично. Маленькая, компактная. Вот это, вот она закопченная, тут видно. Вот эта копоть черная. Это все от бензина. Я ее использовал. Вот. Да, может быть, эта горелка там как бы более там в экстремальных ситуациях она и нужнее, но какие мне нафиг экстремальные ситуации? Мне и так пойдет. Поэтому, да, низенькая, удобная и самое главное, вот минимальный диаметр, да, вот сюда подходит под кофе. Больше мне не нужно шире. Все, можно маленькую кружку сюда поставить, эту поставить, кастрюльку поставить. Все отлично. Зажигалка есть, газ есть, все подключил, сложил и все. Вот, так что вот так. Да, я знаю, что есть еще сейчас такие, как они там называются-то. Так, ложку. Все. Все, отлично, больше ничего не нужно. Вот у меня в маленькой сумке вот это все лежит. Тут еще баночка с кофе. И вот в эту, вот сюда вот я все складываю. Вот. Сюда кофе, сгущеночку. И все. Едешь, захотел попить кофейку, остановился, одну сумочку открыл и оттуда достал вот эту свою кухню, заварил, попил, отдохнул, пофигачил дальше. Так что вот так вот. Так, друзья, ну вот и все на этом. Значит, буквально через день, воскресенье, послезавтра я тогда уже приеду сюда на мотоцикле, и мы займемся тогда перебортовкой колес. Я думаю, что после того, как я ее установлю, я буду ее доезжать до нуля, да, так скажем. Ну, посмотрим. Потому что у меня вот эти постоянно остаются недокатанные баллоны, и выбросить вроде жалко, еще можно поездить. И вроде на 2-3 тысячи переставлять тоже не всегда удобно. Поэтому мы попробуем искатать вот этот комплект, посмотрим, насколько его хватит, посмотрим, как ведет себя эта резина, сравним ее с Анаки, сравним ее с Michelin Aнаки Adventure, которая мне очень нравится, эта резина. Вот, ну, посмотрим, как поведет себя это. Ну, в общем, все. Вот, на этом
Заканчиваю. Желаю всем счастья, добра, любви, удачи. Пока.